Всем привет, друзья! Итак, канал Жизнь Рыбака снова с вами. Итак, вот такое вот веселое начало вам подготовил. Но на самом деле не все так весело, как может быть, друзья. Все эти... Сейчас на стоп нажму, друзья. Все вот эти дни, можно сказать, 4 дня были для меня ужасные дни. Несмотря на то, что вот так вот здесь все хорошо, 4 дня было настоящей муки. Посмотрите, какая у нас вода. Все было ужасно. Честно говоря, я думал, друзья, что видео для вас начну, вся рыба погибла, и буду здесь выносить мертвую рыбу. Не факт, что это еще не будет у нас. Потом, в общем, 40 дней у нас жара. Аномально. Вода у меня зацвела, как вы видите. Сейчас вам ставлю ставочку. Боролся я с этим. Сыпал известь, сыпал хлореллу, что только не сыпал. Включал воду, включал циркуляцию, включал аэрацию. В общем, друзья, эти дни были настоящим адом для меня. Ну и что ж, давайте сейчас будем потихоньку начинать. Опять же, хотел вам показать вот такую штучку. Приобрел, уже, возможно, вы видели шорты. Смотрю телевизор на природе. 220 нам уже совсем не нужно. Есть у нас вот такая вот замечательная станция, друзья. Здесь у нас есть 220, здесь у нас, ну вообще, у нас здесь выходы в USB, вот здесь у нас различные прикуриватели. И вот посмотрите, сейчас телевизор потребляет у нас 49 ватт. Вот хватает у нас в таком режиме 3,5 часа, но уже заряжено 70%. Хватит на часов 5. Но самое даже, что меня удивило, друзья, это вот эта солнечная батарея. Если честно, я думал, что это все барахло, да. Но на самом деле подключаем. И она дает 80-90 ватт, друзья. И представьте, батарея дает у нас 80-90, а телевизор потребляет 49. То есть у нас телевизор вот такой вот большой, не знаю, какая это диагональ, 100 с чем-то, может идти от этого сколько угодно, и она еще будет заряжать дополнительного аккумулятора. Аккумулятор литий железофосфат, друзья, написано, что 100 ампер-часов, не знаю. В общем, замечательная штука, на рыбалочку, куда угодно. И очень мне понравилась, кстати, эта вот батарея. Кстати, посмотрите, как она у нас складывается, друзья. Раз, и пошел. Ну, вообще, красота. Кому интересно, ссылочки все в описании, друзья. Ну что ж, теперь давайте посмотрим пруд. В общем, друзья, сейчас мы потянем у нас в этой половине, таскали в той. Но, как видели, рыба уходила. Теперь потащим в этой половине. Все-таки мне написали в комментарии, попробуй, вдруг что получится. Глубина у нас здесь большая. Что получится, не знаю, но попробовать, друзья, нужно. Тем более вода, вот, посмотрите, уже рыба там ходит по этому перешейку. Что у нас здесь получается? Не знаю, что получится, поэтому смотрим. Будет интересно. Погнали. Так, друзья, ну что ж, одеваемся. И, наконец-то, сбылась моя мечта. 6 лет уже каналу, и все время, не знаю, вы заметили его или нет, таскаю я вот эти вот всякие сети, вот эти всякие неводы, таскаю в резиновых этих еще советских костюмах. И, наконец-то, приобрел себе вот такую вот красоту. Чем она отличается от резинового костюма? Ну, гораздо легче. Вообще, по сути, друзья, могу прыгать, танцевать, ничего мне не мешает. У него есть дышащесть, потому что жара, ты потеешь в этом резиновом, а здесь дышащесть, по-моему, 8000, непроницаемость 20 тысяч у него. Ну и здесь такие неопреновые у нас носочки вклеенные сюда, водонепроницаемые, и ботинки. Посмотрите, какие ботинки. Оп, вот так их скручиваем. Друзья, 21 век наконец-то до меня дошел, можно сказать. Кто скажет, зачем ботинки, проще сапоги. Друзья, сапоги можно пробить, если где-то ходишь на чем-то. А ботинок здесь у нас уже твердый. Так, ну и сегодня холодно. Не знаю, была у нас жара до 40 градусов. А теперь 16 градусов у нас. Так что и курточку тоже приодену. Курточку, как говорится, для комплекта брал. Тоже у него водонепроницаемость хорошая, держит полный дождь. Такая вот красота, друзья. А, костюмчик, не помню ли говорил. Костюмчик у нас Фортман М5. Уже немного грязный, таскал я на шортах сама в нем. Фортман М5. Вот такой вот у меня обмундирование, друзья. Можно хоть по шею заходить. Не знаю, возможно, сейчас и зайдем. И листья нападали в пруд. Может хотя бы листья. Ой, листья поймаем. Ну, не знаю, пока новый костюмчик держится. Но я вам скажу, конечно, глубина здесь не то, что в той половине. Но не сильно-то она
И упала, друзья. Так, по поводу прозрачности пруда. Что будем делать? Ну, внесли извести, я уже говорил. Где-то килограмм 40. Но особо сильно не помогает. Опять же, вода у нас такая. Почему? Потому что кормлю рыбу. Рыбу здесь много. Корм. Да и жара аномальная, 40 градусов. Как говорится, такого уже давненько не было. Что будем делать с рыбой, которую поймаем? Не знаю, сейчас, в принципе, погода позволяет. Может, куда-то и зарыбим. Также, друзья, хочу запускать сюда хлореллу. Уже все пробую. Хотя, до этого уже тоже пробовал. Не особо-то хлорелла, друзья, и помогает. Почему? Потому что, чтобы реально ее сюда... Ну, поплавки на дне. Вся рыба поверху уходит. Чтобы ее сюда запустить в пруд, нам нужно, ну так где-то подсчитывал, 35-литровых канистр. Стоят, естественно, они недешево. Так что, возможно, буду сам выращивать. Подожди, чуть-чуть помедленнее. Плавки все утонули. Ну, друзья, посмотрите, у нас здесь идет невод, поплавки на дне, а рыба гуляет за ними. То есть уже прошла. Так, ну что ж, давайте. Все, стой на месте, я буду заходить. Вот, посмотрите, какая у нас здесь глубина. Фух. Нет, там уже все практически я по грудь. Фух. Там грязи. Ну, костюмчик держит, не пропускает. Ну, там, друзья, глубина, ничем ее не взять. Я буквально вот здесь отошел чуть-чуть. И уже мне по грудь глубина. Не, что-то бьет, чувствую, но не так, как в той половине, друзья. Вот как раз это и укрытие для моих гигантских толстолобов. Ну что, поплавки всплывут. Друзья, ну я думаю, что... Хотя бы листья собрали. Но я думаю, что нужно откачивать пруд. Посмотрите. Замечательные, друзья. Я сегодня не радуюсь на костюмчик. Во-во! Снимай, прыгает. Точно какая-то рыба у нас есть. Посмотрим, что за рыба будет. Будет что-то возможность отпустить, либо нет. Но уже бьет куль. О! Так, друзья, ну вот такой вот, можно сказать, ужасный результат. Толстолобики у нас. Давайте все-таки я еще испытаю костюмчик. Дальше не пойду. Друзья, нужно откачивать воду. Все уходит по поверхности. Будем с вами потихоньку прощаться. Либо невод повыше. Всем пока.